Здравствуйте, мои дорогие друзья и уважаемые зрители. Сегодня будет такая тема, она не веселая, но вообще в жизни нужно знать об этом. Тема такая интересная — жизнь после смерти. Это реальная история, называется «Предупреждение с того света». Рассказали мне ее мои самые лучшие знакомые, которым я верю и доверяю. А случилось вот что, рассказывает Ирина. Поздним вечером 11 января у нас раздался телефонный звонок. Звонила моя подруга Валентина Андреевна, плачущая, взволнованная. «Ирочка, случилось что-то страшное. Захожу я вечером в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. Сажусь на диван и вдруг ощущаю страшный холод и как бы ледяной ветер в лицо. Сижу, как в холодной камере, не могу понять, откуда тянет. И вдруг в ушах раздается голос спокойной мамы. «Валюша, мы заберем тебя через 2 дня. Ты осталась одна. У нас тебе будет лучше». В ноябре умер Валерий Семенович, муж Валентины Андреевны. Мне стало страшно, Ирочка. Надо сказать, что Валентина Андреевна очень привязана к жизни. В квартире всегда чистота, сделала недавно ремонт. Женщина хорошо одевается, со вкусом. В холодильнике всегда полно вкусных продуктов. Я закричала. «Нет, нет, мне рано туда. Я хочу жить», — продолжала подруга. Вдруг со стены сорвалась картина и полетела на меня. На картине Дед Мороз, елка, подарки. Я убежала в спальню, но и там меня настиг холод. Представь, меня как будто в ледяное одеяло завернули. Я как могла успокоила подругу. Но 12 января ситуация в точности повторилась. Снова в квартире Валентины Андреевны холодный ветер в лицо. Снова голос. Остался 1 день. Вечером 13 января я пришла к подруге с подарком, чтобы вместе встретить старый Новый год. Она приготовила манты с соусом вкусные. Выпили за здоровье по рюмочке коньяку. Она снова и снова рассказывала о случившемся. Оказывается, 12 января в нее со стены вновь полетела картина, только другая — «Снегурочка с зайчиками». Обе картины так и валялись на полу в гостиной. Валентина Андреевна боялась их поднимать. Я осталась, конечно, у нее ночевать. Она долго рассказывала о покойной маме, о муже, который тоже, как говорила я ранее, тоже умер. Но в ноябре. На мой вопрос о том, почему же покойная мама зовет ее к себе, ответила: «Я даже и слышать об этом не хочу. Я буду жить до 90 лет. Я так решила. Да и здоровье у меня неплохое. Вот только завтра к 3 иду к глазному. Какие-то черные точки в правом глазу мелькают». В 12 часов дня я собралась домой. Валентина крепко обняла меня и сказала: «Спасибо тебе за дружбу. С тобой так интересно. Скоро мы поедем с тобой в санаторий Урал, а потом в Питер». Ровно через 3 часа мне позвонила неизвестная женщина. Как оказалось, социальный работник Нина. «Я Валентине Андреевне. Не беспокойтесь, она пошла к глазному, скоро будет дома». «Шла, да не дошла», — услышала я в ответ. «Как это не дошла?» «Потому что умерла. Сейчас едут скорая и милиция, я перезвоню».
Вот так сбылось предупреждение умершей мамы. Сказала, что заберет, и забрала.